Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 апреля. Что или кто внезапно появится в вашей жизни? Что ждать с 10 по 20 и неожиданные контакты, неожиданные возможности. И я должна сказать, этот период может напоминать как прелюдию перемен. Очень важных перемен, потому что планета Уран чуть позже, 26 апреля, перемещается в знак зодиака Близнецы. И для вас это такой таинственный 8-й дом. С чем это может быть связано? Если мы говорим о финансах, здесь могут быть как новые источники дохода. Или вы будете рассматривать, допустим, пассивный доход. Для кого-то из вас это, знаете, как психологическая где-то работа над собой. Или вот тот период, и это ведь на 7 лет, когда мы освобождаемся от эмоциональных блоков, от внутренних страхов или каких-то сомнений. Мы более раскрепощенными становимся, более чувствуем себя свободными. Ну, где-то вот этот элемент психологической трансформации. И время для, к примеру, для нестандартных финансовых решений. Конечно, тут требуется осторожность, но это, знаете, внутреннее обновление. И на колоде 78 дверей давайте достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Возможно, это то, с чем вы соприкоснетесь с 10 по 20, как что-то случится, произойдет, или вы что-то получаете, или то, или кто-то, да, как человек, который вас заставит, быть может, изменить собственные планы, или когда планы сами по себе потребуют ваших новых решений. Ну и, соответственно, вот перевернулась у нас рыцарь Пентаклей. Ну вот правда, по части работы тут уже либо вы что-то себе задумали. Вот, кстати, 8 Пентаклей сама по себе карта труженика, который ремесленник, или тот, который работает сам на себя, тот, который строит карьеру, да, где-то карьериста, потому что уже на сегодняшний день уже какой-то статус есть, нам этого мало, мы хотим повышения, будем говорить, или большей реализации, а рядом десятка. Поэтому у вас вопросы личной жизни, вопросы дома, ну и финансов. Причем все 3 карты пентаклевые, мои дорогие. Поэтому, кто знает, может быть, если на период мы смотрим с 10 по 20, а я собиралась спросить, что будет внезапно, может быть, какая-то финансовая история, ситуация вас заставит изменить свои планы, а то и вас удивит. Но все же давайте достанем одну карту, что Скорпиона удивит или что будет внезапно, неожиданно. Неожиданные контакты, мои дорогие, неожиданные люди. Может быть, я такое допускаю, в этот месяц у нас может быть некоторое дежавю, когда возвращаются некоторые персоны. Но все то, что возвращается, скорее всего, это то, что потребует внутренней нашей перестройки. И я могу допустить, оно возвращается, чтобы завершиться окончательно. У кого-то это совпадет. К чему это все идет? К чему приготовиться в целом? И что же будет меняться? По основным сферам жизни для Скорпиона. Первая карта, что ждет в личной жизни, в любви и взаимоотношениях. Финансы также, что ждет Скорпионов с 10 по 20. И ваши достижения. У кого-то планы, у кого-то работа, у кого-то карьера, учеба, а у кого-то просто документы, согласования. Итак, первый знак судьбы. С чем или что спешит? Шикарно. Но вообще-то тему финансов продолжают. Карта финансового успеха. Для кого-то это может быть больше выплаты, чем было прежде. Для кого-то... И, кстати, очень символично, потому что по 8 дому иногда проходят деньги не наши личные, как бы, да, деньги нашего партнера, к примеру. Или вот какие-то выплаты от государства, может быть, да. Или когда пересматриваются, ну, например, даже оклады. Был один оклад, а тут, может быть, он вырастет. Какие-то дополнительные, может быть, обязанности у вас и будут, но это не будет для вас как-то обременительно. Карта где-то говорит о том, что тебе придется, Скорпион, обращать внимание именно на финансы, потому что эта карта работает как в одну сторону. К вам могут обращаться по этой карте «одолжи денег» или будет желание что-то такое купить. Но вот она работает именно в направлении вас. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Я всегда об этом напоминаю. Потому что именно на
аккумуляцию, на накопление, на удержание где-то работает эта карта. И где-то нам говорит 6, это ведь, как знаете, своего рода, да, победа, как мы сказали, финансовая. Но иногда это число может быть вибрирующим. То есть нам приходится удерживать, иначе, вот если мы перевернем карту, мы видим 9, а это всегда преддверие перемен. Почему, может быть, есть такой смысл, и где-то даже нумерологический, по которому мы все же сохраняем финансы, они нам могут пригодиться. Король жезлов. Может быть, это есть какая-то персона как руководитель, потому что часто руководители уже не рассматриваем по знаку гороскопа, хотя это больше стихия огненная. Овен, лев или стрелец, или человек, имеющий там асцендент. Может быть, и есть такой человек, но это, знаете, даже как у руководителя, к примеру, какой-то план рождается или какая-то идея. И, может быть, это и близкий человек, да? Может быть, это и тот человек, который вам возвращает деньги, кстати, я такое могу допустить. Или вам будет предложено вести какой-то проект, и именно этот проект вам принесет финансовую, ух ты, не только прибыль. Вот она, девятка, точнее, кубков, и это карта финансового достатка. Да, я часто говорю, карта эгоиста, потому что все есть, тут ничего не надо. Ну, так вот нам показан человек, и ведь это 78 дверей колоды, открыты двери или закрыты. Здесь у нас руководитель, может быть, это где-то ваша энергия, когда вам захочется быть не на вторых ролях, а на первых, руководить процессом. И это очень хорошо. Самое время строить карьеру с учетом двух шикарных карт. У вас что-то получится, мои дорогие скорпионы. Ну, или для тех, у кого сейчас финансовая ситуация, ну, как бы в минусе или нестабильная. Ну, вот здесь добрые энергии, вот как будто вам помогают. Помогает сейчас, может быть, отчасти и Уран, пока он находится еще до 26 числа в Тельце. А Телец — это у нас территория, Телец — это у нас благополучие, это дом, это, и, понятно, финансы. Поэтому вот здесь и последний реверанс Урана в Тельце как раз помогает знакам зодиака стихии земли и воды, мои дорогие. Поэтому здесь для вас благополучное время, благоприятное как минимум, именно для решения финансовых тем, вопросов, или начинать, может быть, даже что-то продумывать, просчитывать. Но вот я сказала, карта эгоиста. Тут подразумевается, что мы можем быть чересчур самодовольными, потому что вот ничего не надо, ну все хорошо, чтобы я тут беспокоился, правда? Но, как и карта говорит, сохраняй, да, мы об этом с вами сказали. Переворачивали карту, что 6 вибрирующая, ну вот она девятка. То есть победа, которая, правда, требует прозорливости, а у вас чуйка великолепно работает. То есть на последующий период, может быть, грамотные инвестиции, инвестиции в себя или какие-то продуманные траты, все же я вижу так. Но деньги есть, деньги будут. Второй, точнее, знак судьбы, тороплюсь. И еще одна 6. 6 всегда победа, мои дорогие. Любая шестерка в колоде Таро — это своеобразная победа. И здесь у нас, пожалуйста, шестерка мечей. Это карта заслуженного успеха. Может быть, это тот успех, это та карьера, которую мы начинаем. Да, мы как отплываем от прежнего берега, ну, условно говоря, аллегорически. Нам еще предстоит пройти какой-то путь. Для этого потребуется мужество, потому что часто эта карта говорит об индивидуальности, что очень соответствует по Урану. Ведь Уран не освобождает нас или не ломает какой-то шаблон, который может быть продолжен. Наоборот, он это сохраняет. Он устраивает трансформацию в тех вопросах, которые, ну, по его мнению, как минимум, не служат нам прогрессом, а вот тут какой-то последующий успех, может быть, на последующие 7 лет. И здесь нам опять показан человек, который работает в интернет. Вполне вероятно, это вот та стезя, которую вы можете для себя, может быть, это как заинтересует вас. Может быть, кто-то уже думал или предполагал, как я могу работать из дома, работать из любой точки мира. Мы можем тут изучать новые технологии.
цифровые технологии, может быть, система взаиморасчетов, может быть, кто-то изучает крипту. Но тут самые разные направления. Именно компьютер нам здесь представлен, имеется в виду эфир, пространство, интернета. Очень часто это карта перемещений, переездов, поездок, мои дорогие. С чем это связано? А что-то завершается. Я надеюсь, вы как раз понимаете, 13-й аркан – это не про смерть. Это то, что именно, может быть, с учетом 26 числа, это великая дата, это не только момент перехода, мои дорогие, из, допустим, знака Телец в знак Близнецы Урана, но в это время у нас как будто, посмотрите, если Уран – планета инноваций, революционная планета и планета перемен, а Плутон – это ваша планета-управитель, она уже давно в Водолее, то есть тоже две планеты, которые связаны с перестройкой, трансформацией, они находятся в воздушных знаках, поэтому для кого-то особо проиграется, ну или, скажем так, обратите особое внимание – возможно, вот на эти технологии или работа удаленно из любой точки мира, или работа из дома. Пусть это не прямо сию секунду, но если вас такая идея посещала, с учетом 13-го аркана, поверьте, какой-то проект следует продолжать. Вполне вероятно, он для вас принесет большую прибыль в последующем. Или будет для вас как основная тема самореализации. Кстати, вы можете что-то услышать, вы можете узнать какую-то новость о конкретном человеке. И здесь ведь может быть еще, знаете как, вы в этот период будете освобождаться от ненужных связей, от токсичных людей. Вот от всего токсичного Скорпион будет избавляться. И я могу допустить по двойке жезлов, да, особенно в этой колоде. Опять же ваша чуйка, мои дорогие скорпионы. Вроде как дверь закрыта, но только не для вас, как вот для этой девушки. Но вот так вот она проходит через эту дверь, и как будто мы можем что-то такое услышать, узнать, что мы раньше не предполагали, а теперь открывает глаза на некоторые вещи, на некоторые события. И здесь есть элемент, как будто с какой-то новости или информации ваша жизнь может быть поделена, ну, где-то на период до и после. Вот я такое могу предположить. Что-то уже нецелесообразно, неинтересно, или просто надоело, или так уже сложилось, так вышло. Но есть то, что, безусловно, для собственного успеха нужно продолжать. Третий знак судьбы, как много у вас пентаклевого значения. Причем значение такое победоносное, хочется сказать, нам снова о деньгах, хотя для кого-то это может быть как убранство, благополучие дома. Одновременно вы дома можете что-то улучшать, делать ремонт или делать просто более комфортным свое жилье. Задумайтесь о переезде, кстати, я такое допускаю. Для кого-то из вас получение, правда, финансов, но опять же 9 нам говорит, будь внимателен, но деньги есть, деньги будут. Так что же будет внезапно, что вас удивит? О, все серьезно. Вас может удивить конкретный человек, вас может удивить новый закон или поправка к существующему закону уже. Вас может удивить также, знаете, как тот человек, пусть он из разряда близких, но иногда это отец, ну, как старшее поколение. Для вас, мои дорогие девочки, может быть, это ваш супруг. Мои дорогие мужчины, вас может удивить, как возможно сделать карьеру. Для девочек, кстати, тоже. Здесь может быть какое-то предложение, от которого сложно отказаться. Или вот эта информация, когда раньше вы не могли что-то осуществить, а здесь точно сможете. У нас две как бы карты, по сути, персональные. И выпадает король пентаклей. Два короля уже как бы выпало, поэтому для кого-то совершенно необходимо либо заниматься документами, либо отправляться в какие-то инстанции, офисы, или, ну, с прицелом на официальной бумаге заниматься теми или иными вопросами, делами. Но иногда это наши близкие, правда, супруги. И для тех, кто сейчас из вас, ну, когда у вас личная жизнь, семейная жизнь, относительно все хорошо и спокойно,
Здесь, правда, или как деньги партнера, или какая-то ситуация, которая внезапная, но она касается не с вами, а именно вот с вашим человеком. Может быть, это у кого-то и родственник, и дальний родственник. Вполне вероятно, это тоже где-то финансовая история или та история, которая от вас потребует какие-то действия совершить. Может быть, совершенно новая. Может быть, это и руководитель где-то, почему нет? Но опять же, пентаклевая карта– это работа в команде. Вы явно будете тут что-то перестраивать для кого-то из вас. Новые возможности по карьере. Или новые люди в вашей, может быть, организации или в вашей жизни. И хочется спросить неожиданные контакты по четверке мечей. Мы сами не торопимся, вот это вы. И все же эта карта часто паузы. А мы спросили неожиданные контакты, поэтому я допускаю, что для кого-то из вас это может быть связано с тем человеком, когда вы либо уже завершили какую-то историю, и вам либо написали, либо позвонили, либо какой-то контакт уже был осуществлен. Вполне вероятно, и вы будете продумывать, можете вспомнить о какой-то персоне, с которой прежде были контакты, и, может быть, вам придется решить какую-то финансовую ситуацию. Это вот как необходимо, да? Может быть, вы с кем-то даже расстались. Но я точно так же не исключаю, что это вас кто-то вспомнит. И будет иметь конкретный свой план действий в отношении вас, потому что у человека сейчас проблемы. Более того, кто-то может... Карта страсти, мои дорогие. Карта зависимой какой-то истории, ситуации по финансам. Тоже я такое допускаю. Но это не вы в зависимой ситуации, тут, скорее всего, человек. Тут будет, может быть, факт. В вашей жизни может быть тот человек, который пытается вторично войти в вашу жизнь. Пусть это проиграется не у всех, или у кого-то это проиграется по работе. Но я должна сказать, что для кого-то проиграется, ну пусть даже это проект, через контакт с определенным лицом, которого вы, скорее всего, знаете. Могу допустить, что даже были какие-то препоны с этим человеком, или вам он не нравился, неприятное общение, или было что-то такое, что закончилось, ну, не очень красиво. И вот сейчас как будто это, как неожиданный контакт, может возобновиться. Но будьте внимательны. Ведь всегда карта, как игры, 15-й старший аркан. Я тут правда могу допустить как выгоду человека, конечно, и вашу где-то. Но если ваша есть, тут ведь тоже надо контролировать. Как будто, знаете, как какое-то искушение, может быть, мои дорогие. Вот искушение я допускаю. Но если была проблема с человеком, будьте реалистичны, потому что обе карты подсказывают, иногда ведь это ностальгия, а иногда это словно в селки, в какую-то ловушку мы можем попасть. Поэтому четверка мечей – это карта интеллекта. Да, подзастрять в каких-то раздумьях нельзя, но ведь это мы приводим мысли в порядок. Вот перед тем, как на что-то решиться или кому-то сказать «да», мои дорогие скорпионы, когда прежняя история, скорее всего, была с каким-то минусом. Ох, как крепко нужно подумать. Имейте это в виду. К чему все идет или к чему приготовиться? Ну, может быть, это у кого-то по аркану Иерофант своеобразный такой экзамен жизни. Или для кого-то из вас к чему приготовиться, давайте еще узнаем, к победе вообще-то нам говорят. Опять же, когда в моих раскладах, пусть в разных колодах, это особенно важно, совпадают одинаковые карты, мои дорогие, то тогда вот много шестерок, у вас много побед. Поверьте, это имеет двойной для вас смысл. Но опять же, это мы эту победу должны удерживать. Здесь нельзя расслабиться. Да, оно идет в вашу судьбу. Именно вот как карма, как прописано, может быть, в небесных скрижалях. Тут все имеет свой смысл. Даже возвращаются люди, или вы сами что-то делаете, или судьба вас подводит к какому-то итогу. Вы можете что-то завершить и остаться этим довольны. Вы можете решить сложную тему, вопрос, и больше к этому не возвращаться. Подвести вот эту демаркационную линию под какими-то ситуациями, которые с большим минусом или для вас какое-то разочарование означают. Это словно
знаете, стряхнуть груз прошлого, когда вам это больше не напоминает. Вы победители, мои дорогие скорпионы. И это не совсем на короткий период, это будет продолжаться, потому что старший аркан никогда не проигрывается в тот срок, который мы обозначаем. Как будто приготовиться к победе нужно, но точно так же нужно приготовиться ее удерживать, не бездействовать. И мы не говорим о том, что буквально уцепились какой-то мертвой хваткой. Нет. 13-й аркан нам говорит, понимай, Скорпион, что нужно действительно удерживать, ну а что-то нужно и отпускать. Что будет меняться? Но это, наверное, то, что говорила еще даже не с картами, а именно с планетарными транзитами, астрологические именно моменты по 8-му дому, когда происходит освобождение от токсичных людей, от токсичных связей, отношений, какие-то чужие хитрики. Вы-то, может быть, участвовали в каком-то деле, вопросе, искренне отдавали себя. И неважно, что это, дело, конкретно работа или какой-то проект, когда и время потрачено, когда и силы, и ваши знания, а бонусы получает другой. Или когда личная жизнь. Вы тоже от души. Вы там в этих отношениях были сами от начала до конца. Причем искренне. Но по тройке мечей это всегда какой-то фиаско. Но это было. Потому что любая тройка – это карта будущего. И на сегодняшний день вот она нам показывает, как будто вот аффирмацию мы уже провели. 3 жирных точки, как 3 меча. Вот в этот макет сердца мы поставили. Вас уже нет в прошлом, мои дорогие скорпионы. И это мы спросили, что будет меняться. Да, может быть, это где-то и напоминает экзамен жизни или решение как завершение каких-то даже очень сложных вопросов. Вот почему, может быть, до 26 апреля вам нужно что-то, как ухватить. И я могу предположить для тех из вас, кто родился, ну, может быть, в первые дни вашего знака зодиака, в первую декаду, вполне вероятно, это вот октябрьские скорпионы. Здесь переход Урана в Близнецы может вами ощущаться. Поверьте, иногда такое проигрывается чуть ли не с первых дней. Вот это как что-то меняется. Может быть, это и будет связано с решениями людей или получением какой-то информации. Но хочется так и сказать, какие-то минусы, разочарования. Сами, мои дорогие скорпионы, они пытаются уже уйти из вашей жизни, словно от вас оттолкнуться. Что ждет в любви, в личной жизни? По 8 жезлов это добрая трансформация, ждите новостей. Вполне вероятно, для кого-то это будет означать, когда мы получаем какую-то бумагу важную, или мы должны эту бумагу получить, оформить вот прямо сейчас. Это как своего рода, знаете, такая лазейка, которую мы не можем отложить на потом, потому что сейчас к этому добрая энергия, отложим на завтра, а завтра непонятно что. Вот может быть решение, которое по части дома, семьи, взаимоотношений, или это касается вашей личности, но тоже где-то с подсмыслом трансформации. Финансы, тем не менее. Вот смотрите, 8. И 8, она у нас где-то обозначает скорость. Или имеется в виду скорость на максимуме, или где-то отчасти импульсивная скорость, когда мы что-то не планировали, но нам приходится в этом участвовать. Или та скорость, которая на нуле. Потому что мы о чем-то думаем. Но с учетом всех карт нашего расклада, я должна сказать, ведь это карта искаженного восприятия. На вас кто-то может давить, и я вот не исключаю, мы говорили с вами. Кто-то может попросить денег. Кто-то из вас может как внутренне оценивать, смотрите, аркан влюбленная. Может быть, история касается личной жизни, а может быть, банально просто трат. Нужно ли сейчас тратить или отложить на потом? Но я бы точно сказала, лучше на потом. Дайте спокойно завершиться тем энергиям, или, по крайней мере, договариваться, планировать прекрасно. Но сказать, что куда-то торопиться, все-таки, скорее всего, нет. И карты где-то нам об этом. Опять 9 пентаклей, мои дорогие. Снова выпадает, то есть и шестерки, и девятки, и где-то это подсмысл. Может быть и деньги одновременно, это может быть еще и откуда к вам приходят деньги. Работа, может быть это новые проекты.
Тут вот договариваться, скорее всего, или выбирать что-то придется, потому как аркан влюбленный всегда выбор. И здесь нам говорят, это ведь только иллюзия, если мы устраиваем какое-то противостояние или сепарацию. Договариваться, скорее всего, придется. И у кого-то банально. Ваша дрожайшая половинка, к примеру, да, я вот такой пример самый простой приведу, желает приобрести что-то такое эдакое. А Скорпион, может быть, и хочет чем-то порадовать. Ну, или готов тоже это приобрести, но конфигурация ваших дел или планов требует того, чтобы вы не торопились. И, может быть, вам придется где-то мягко объяснять, почему не сейчас, а чуть позже. Вот у кого-то может проиграться даже так. Ваши достижения. Добрые вести, мои дорогие, паш кубков. У кого-то добрые вести от детей. Или, может быть, это ваш вдохновляющий проект. Ух ты, аркан мир. Я искренне надеюсь, что у нас, по крайней мере, в апреле месяце, у меня есть на сайте статья «Преломление реальности» или «Коридор возможностей». Да, этот коридор возможностей будет активно действовать еще по Сатурну до конца июля. Где-то теоретически до конца июля мы будем закрывать некоторые гештальты. Или с каким-то дежавю может быть связана история. Но я надеюсь, что, может быть, мы в апреле таки больше узнаем, услышим. Или где-то с заходом на май, ну, такие миролюбивые позиции. Или как желание, может быть, высших мира, сильных мира сего, именно договариваться. Само пространство складывает те или иные ситуации, которые способствуют миру, договоренностям. Но я должна сказать, если где-то пажи кубков – это вдохновение и начало, а здесь всегда это последний, старший аркан, говорит о завершении, о том, что мы получаем какие-то бонусы или, мои дорогие, есть смысл продолжать какой-то проект, не бросать его, если он вам нравится, если он приносит вдохновение. Со временем могут, с учетом аркана мир, появиться новые возможности. И я где-то говорила, ведь мир аркан – это тоже эфир, пространство, интернет. И мы помним 6 мечей. Это где-то говорит о дорогах, о перемещениях. Или это будет свидетельствовать о работе на самого себя посредством интернет. Или обучение и новый цифровой проект. Ну, самая разная палитра событий, самые разные возможности. Но у вас очень добрые карты. Хотя есть в некоторых моментах определенные сложности. И мне хочется сказать, тут самое главное не подзастрять в каком-то прежнем мировоззрении. Ваша чуйка, ваша интуиция вам может давать совершенно правильные подсказки. Но пока, вот с учетом даже финансов, да, 8 мечей не случайно выпала, это не вписывается или невозможно что-то просчитать. Вот и такие ситуации могут быть. Доверяйте себе, мои дорогие. Это для вас будет вот это самодоверие, самодостаточность. Может быть, вы делаете первые шаги вот к этой трансформации и избавлению от всего наносного, хитрого, ненужного, токсичного, то, что вас как постоянно держит в заперти, ну или словно в каких-то застенках. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, добрые комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации. Ссылки на сайт я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.